Для того, чтобы понять, что случилось с Дятловым, Колмогоровой и Слободиным, мы обратимся к актам судебно-медицинского исследования, потому что именно в них находится более-менее объективная информация о тех событиях. В этой серии мы разберем акты по Рустему Слободину и Зинаиде Колмогоровой. Как никогда ранее нас интересуют повреждения, которые зафиксировал эксперт, как они расположены, как сформулированы, и это самый трудный для меня участок работы, потому что до этого с травмами было все более-менее понятно. А тут все так размыто, что приходится одергивать саму себя, чтобы не скатиться до подгонки формулировок эксперта под свою версию. Короче, наша задача понять механику травм Колмогорова и Слободина, чтобы иметь общее представление, что с ними произошло на склоне горы Холодчахль вечером 1 февраля 1959 и попутно поразмышлять, почему серьезные судебно-медицинские эксперты до сих пор нам этого не прояснили. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Начнем с Рустема Слободина. В протоколе осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия, находим его вещи. Штормовка светлая, штормовые брюки, телогрейка черная. И судя по комментариям, многих сбивает с толку это название – протокол осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия. И они думают, что это опись вещей, которые нашли в палатке. Но нет. Это все вещи, обнаруженные в районе палатки туристов группы Дятлова, в районе костра, у тел Кривонищенко и Дорошенко, а также одежду, имеющуюся на обнаруженных телах. То есть это все то, что собрали от палатки до кедра и предъявили Юдину для сортировки. И как мы говорили в прошлой части, точно установить, где нашли ту или иную часть одежды, практически невозможно. И мы в это не ввязываемся. В данном случае мы просто предполагаем, что верхнюю одежду Слободина нашли в палатке. Когда Рустема откопали из снега, то он был одет в свитер черный, хлопчатобумажный, под ним ковбойка. Между свитером и ковбойкой лежали две войлочные стельки. Под ковбойкой серая трикотажная с начесом рубашка, а под ней майка. Брюки лыжные, под ними еще синие тренировочные брюки, теплые кальсоны, пара рубашки. Это все означает, что Рустема вывели из палатки полураздетого, но обутого в валенки. Из радиограммы от 5 марта. На половине участка между Колмогоровой и Дятловым найден под слоем снега 15 см Рустем Слободин. Одет тепло, на голове лыжный колпак, одет свитер черный бумажный, брюки кальсоны, 3 пары носков на одной ноге, черный валенок, ТЧК. Обратим внимание на лыжный колпак. Это просто лыжная шапочка без завязок. Внешние травмы Слободина. Мы видим массу мелких рассеянных прижизненных ссадин с кровоизлияниями в ткани, повреждение кистей и суставов. Вероятно, Слободин сделал попытку то ли убежать куда-то, то ли по другой причине оказал сопротивление сопровождавшим его, и те начали его усмирять. Ведь Слободин был самый спортивный среди дятловцев, занимался сразу несколькими видами спорта. И тут важно не преувеличить накал сопротивления, потому что травмы не указывают на драку. Это было, скорее всего, грубое удержание Рустема, может, легкая потасовка. На лбу мелкие ссадины и 2 царапины линейной формы под сухой бурой коркой длиной до 1,5 см, расположенные параллельно над бровным дугом на расстоянии друг от друга на 0,3 см. Это или Рустем скользил по насту, или от ногтей, или острого края камня. Самое интересное здесь, что царапины параллельные. Как еще могут образоваться прижизненные параллельные царапины? Так как тела этих 3 нашли в Криволесье, то есть рядом с лесом, то это уже внизу, где снег легкий, не влажный. Камни тоже закончились. Может, был какой-то участок наста, кто знает.
Ссадина на верхнем веке справа и отек правой половины лица – это от несильного удара чем-то, может даже кулаком, или же правой щекой Рустема сильно прижали к чему-то твердому. Запекшаяся кровь из носовых отверстий, отек губ, ссадины и корочка на кончике носа. Это опять-таки или от несильного удара в лицо, или же от того, что лицо его было прижато к твердой поверхности какое-то время. Слободин мог упасть в снег и лежать в таком положении. А вот уши и шея – это зона, на которой не останутся следы от случайного падения. А мы видим ссадины и царапины на шее слева. Это значит, что его хватали за шею или прижимали ее чем-то. При обычном падении уши бы не повредились так симметрично. Значит, возможно, за уши тоже его таскали. Кисти рук нам говорят о сопротивлении. Ссадины и царапины на запястье, фалангах суставов и по локтю. Зоны без эпидермиса на тыльной поверхности предплечья. Значит, были попытки защититься от ударов. Также Рустем мог падать с опорой на сжатые в кулаки руки, или это следы от борьбы в снегу. Здесь тоже маячит картина потасовки, и самое часто обсуждаемое – это костяшки пальцев. Распространено мнение, что Слободин с кем-то дрался еще раньше, накануне, за сутки до описываемых событий, потому что на костяшках ранки пергаментной плотности и покрытые сухими запекшимися корками с кровоизлиянием в подлежащие ткани. Что такое пергаментная плотность, мы ранее рассматривали подробно. Она образуется в результате высыхания кожи, обезвоживания тканей, уплотнения от холода и ветра, замерзания поврежденного эпидермиса. На морозе ссадины и осаднения очень быстро высыхают и становятся пергаментными, буквально через 1-3 часа. Так значит ли запекшиеся корочки, что травма была за день до этого? Нет, конечно. Чтобы сказать, что травма получена за многие часы или сутки до кончины, эксперт обычно ищет воспалительную реакцию от раны, отек вокруг нее, начало грануляции. В описании всего этого нет. Есть только осаднение, сухая корочка, буровато-вишневый цвет. Все это может образоваться от 30 минут до 2 часов, а в сильный мороз еще быстрее. Причем надо отметить, что пястно-фаланговые суставы – это выступающие части кисти. Они сбиваются при падении о лед, попытке ползти, при падении с упором на кулаки, при скольжении по льду. А Слободин вполне мог падать как при оказании сопротивления чужим, так и от того, что споткнулся. Так что, будь это травма суточной давности, эксперт обязательно бы отметил раны с признаками заживления, наличие воспалительной реакции, края с признаками эпителизации. Но что наиболее вероятно, что костяшки рук Слободина сбиты от падений, ползания, при сопротивлении, а корочка сформировалась уже на морозе, потому что признаки более ранней травмы в описании отсутствуют. Нижние конечности. Ссадины на наружной поверхности левой голени, банная кожа стоп. Это от долгого пребывания во влажном холоде. Видимо, ноги Рустема сильно потели, и после дневного перехода он не успел сменить носки. И то, что под его свитером оказались стельки, которые он сушил на груди, однозначно указывает на потливость его ног. Рустем, переодеваясь в палатке, снял лыжные ботинки, засунул за пазуху мокрые стельки, чтобы за ночь их высушить теплом своего тела, отчего стельки за пазухой и следы мацерации стоп сохранились до самой его кончины. Внутренние исследования. Самое главное – это травма черепа, которая привела к разлитым кровоизлияниям с пропитыванием мягких тканей в правой лобно-височной области, обеих височных мышцах. Это означает, что травма прижизненная, контакт с местом соприкосновения широкий, и, скорее всего, голова была зафиксирована или прижата. Удар привел к трещине черепа длиной до 6 см с расхождением краев в левой височно-лобной зоне. При этом основание черепа целое. Это похоже на оглушение твердым предметом по голове, чтобы угомонить Рустема, обездвижить его. Если бы это было падение со склона, то были бы и повреждения затылка, и множественные переломы или травма основания черепа. Но этого всего нет. Чем мог быть нанесен удар? Широким тупым предметом, например,
прикладом ружья деревянной палкой. А вот шапочка лыжная или колпак, как и ее назвали, распределила силу удара, поэтому кожа и волосы остались относительно целыми. Позиция головы при ударе. Слободин мог наклонить голову немного вперед, а может его голова была как-то прижата, поэтому удар сконцентрировался на зоне виска, лобной кости и создал линейную трещину длиной 6 см. Если бы удар был точечный, например, камнем, тогда трещины были бы конусообразные или радиальные. Если бы голова ударилась о землю, тогда были бы переломы носа, подбородка и так далее. Поэтому, если взять все травмы совокупно, то ссадины и ушибы Рустема на лице говорят нам о прижатии к чему-то твердому, а отсутствие рваных ран о том, что сила удара распределилась, отчего кость треснула, а мягкие ткани выдержали. Шапка самортизировала удар, но не спасла. Вот почему трещина есть, а кожа почти целая. Таким образом, травма головы возникла от прямого ушиба тупым предметом, и похоже, что в результате сопротивления чужим, а не случайного падения. Расхождение швов в области височно-теменного шва слева, а также справа посмертные, как указывает эксперт. И он четко отделяет прижизненную трещину от посмертных расхождений швов. Естественно, что от удара по голове образовалось до 75 см кубической кровянистой жидкости под твердой мозговой оболочкой. Это черепно-мозговая травма средней тяжести, потому что после нее Слободин не впал в кому, как Тибо. Он мог даже передвигаться. Внутренние органы, там все признаки переохлаждения. Кровоизлияние в надпочечнике могло произойти как от травмы, так и от сильного стресса и страха. Получается, что Слободина удерживали, валили, прижимали к земле, снегу, потом его оглушили, от чего у него образовалась черепно-мозговая травма, но умер он от гипотермии. Заключение эксперта, посмотрим, подтверждает ли оно наши выводы. Слободин умер от действия низкой температуры, замерзания, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, полнокровие внутренних органов, пятна Вишневского на слизистой желудка, отморожение пальцев, верхних конечностей 3-4 степени. Обнаруженный при внутреннем исследовании перелом левой лобной кости мог возникнуть при падении гражданина Слободина или ушиба области головы о твердые предметы, каким могли быть камни, лед и прочее. Указанная закрытая травма черепа причинена тупым орудием. В момент возникновения она, несомненно, вызвала состояние кратковременного оглушения Слободина и способствовала быстрейшему замерзанию Слободина. Отсутствие явно выраженного кровоизлияния подмозговой оболочки дает основание полагать, что смерть Слободина наступила именно в результате его замерзания. Телесное повреждение, обнаруженное на теле гражданина Слободина в виде ссадин, царапин, осаднения, причинены тупым орудием в результате падения или ушиба о камни, лед и прочее. Повреждения были причинены как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. Данное исследование Слободина дают основания полагать, что прием пищи у него был за 6-8 часов до момента смерти. Наличие алкоголя при внутреннем исследовании не обнаружено. С учетом вышеуказанных телесных повреждений, Слободин в первые часы с момента их причинения мог передвигаться и ползти. Конец цитаты. Эксперт прямо говорит, что Рустем умер от замерзания. Он какое-то время жил после того, как его оглушили, сердце работало, легкие дышали. Внутричерепное кровотечение локальное, а не массивное, значит, он был вполне в сознании, мог передвигаться и ползти. Возрожденный утверждает, что закрытая травма черепа причинена тупым орудием. Тупое орудие – это палка, дубина, молоток, плоский камень, труба, приклад ружья. Он признает, что трещина ухудшила шансы Рустема на выживание, но не являлась причиной его кончины. Это опять-таки компромисс со следствием, он же не мог написать «избитый другими людьми». Опять-таки травмы получены прижизненно, агонально и посмертно, что означает, что часть повреждений получена Рустемом во время потасовки, часть во время ползания и замерзания,
часть уже после смерти от давления снега или от переворачивания тела. Вывод по Слободину остается тем же. Он пытается сопротивляться, но получает черепно-мозговую травму тупым орудием, утрачивает ориентацию, но остается в сознании. Слободина просто сделали нежизнеспособным, а холод закончил то, что начали люди. Теперь переходим к Колмогоровой. Она лежала ближе всех к палатке, но о расположении тел мы еще поговорим в следующей части подробнее. В протоколе осмотра вещей, обнаруженных на месте происшествия, упоминаются ее вещи, которые опознал Юдин. Телогрейка дамская с искусственным темно-коричневым воротником, с резинкой внизу и с пристегнутым капюшоном из синего сатина. Опять-таки предполагаем, что телогрейка Колмогоровой была среди тех, которые лежали на дне палатки. Когда Зину откопали, то она была в синем свитере, под ним вязаная кофточка, ковбойка, синяя майка с рукавами, брюки лыжные, брюки синие тренировочные, рейтузы трикотажные с начесом, конькобежные рейтузы, носки шерстяные коричневые с меховыми стельками, носки вигоневые, носки хлопчатобумажные, на голове шапочка красная шерстяная, под ней шапочка синяя шерстяная. Это, как мы понимаем, так она была одета, когда покинула палатку. Вигонь – это рыхлая пушистая пряжа, изготовленная преимущественно из хлопка и его отходов с примесью отходов шерстопредельного производства, таких шерстяных очесов. Считалась вторым сортом. На ощупь была не мягкая, как шерсть, а такая холодная. Итак, внешнее повреждение Зины. Лицо и голова. Множественные прижизненные ссадины на лбу, переносице, скулах, подбородке, веках. Это от контакта кожи с твердой поверхностью или даже волочения лицом вниз. Одна глазная щель полуоткрыта. Пятна Лерше, губы набухшие, синюшно-красные, рот немного приоткрыт. Пятна Лерше образуются в процессе высыхания роговицы при открытых глазах уже неживого тела. Это случается при медленной гипотермии. У Зины единственная ссадина пергаментной плотности на кончике носа 2 на 1 см. Это значит, что ее лицо соприкасалось с жесткой поверхностью достаточно долго. Возможно, от падения, потому что нос первым соприкасается с поверхностью при падении вперед, а может что-то другое, о чем мы поговорим в следующей части. Руки. Множественные ссадины на тыльной поверхности кистей, рана со скальпированным лоскутом кожи, поражены пястно-фаланговые суставы. Это похоже на то, что при защите от чего-то руки прикрывали лицо или упирались во что-то. Костяшки пальцев у Зины тоже сбитые. Но при этом нет других признаков сопротивления. Тогда бы эксперт зафиксировал глубокие разрывы, синяки. Здесь только ссадины от легкого контакта с жесткой поверхностью. Вот у Слободина ссадины глубже, есть осаднение с пергаментной плотностью на косточках пальцев, есть другие травмы, а у Зины это, скорее всего, от ползания по снегу. Нижние конечности Колмогоровой невредимые. Она не бежала по камням босиком, не падала на колени, ничего подобного. Таким образом, мы видим, что Зина получила многократное прижизненное повреждение. Она использовала руки для защиты, когда стояла или сидела. Все это плохо согласуется с версией «бежала в панике по камням, потом упала и замерзла». Внутреннее исследование. Головной мозг. Извилины и борозды сглажены. Вещество мозга, желеподобная масса. Это гипоксия и гипотермия. Кости черепа целые. Сердце и кровь. Еще один маркер. До 150 см кубических жидкой темной крови в камерах сердца. Клапаны чистые, сосуды проходные. Это признаки асфиксии, гипотермии, сильного стресса. То есть организм сражался до конца, сердце работало долго. Желудок. Следы слизистой массы, пятна Вишневского. Как и все остальные дятловцы, она не ела 6-8 часов, последний раз на дневном привале. Так что в этом случае мы видим отсутствие переломов, разрывов органов, смертельной внутренней травмы. При этом в наличии многочисленные прижизненные ссадины, защитные повреждения рук. Заключение эксперта.
Колмогорова умерла в результате низкой температуры, замерзания, о чем свидетельствует отек мозговых оболочек, резкое полнокровие внутренних органов, жидкая темная кровь в полостях сердца, пятна Вишневского на слизистой желудка, отморожение 3-4 степени концевых фаланг пальцев рук. Обнаруженные телесные повреждения на теле Колмогоровой в виде осаднений, ссадин и кожных ран причинены тупым орудием, возникшие в результате падения, ушиба о камни, лед, снег. Вышеуказанные повреждения были причинены Колмогоровой как при жизни, а также в агональном состоянии и посмертно. Данные исследования Колмогоровой дают основания полагать, что прием пищи у нее был за 6-8 часов до момента смерти, наличие алкоголя при исследовании не обнаружено, смерть насильственная, несчастный случай. Что нам говорит эксперт? Прямо он говорит о том, что Зина умерла в результате переохлаждения. И мы уже изучили наизусть все признаки этого процесса. Отек мозговых оболочек, резкое полнокровие органов, жидкая темная кровь в сердце, пятна Вишневского, отморожение 3-4 степени пальцев рук. То, что эксперт пытался размыть. Опять же важная фраза: повреждения были причинены как при жизни, так и в агональном состоянии и посмертно. То есть возрожденный не отрицает насилие, он только не распространяется по этому поводу, не объясняет механизма травм, а использует свой старый шаблон: в результате падения, ушиба о камни, лед, снег. Таким образом, Колмогорова не погибла мгновенно, она получила многократные прижизненные мелкие повреждения, ее не били по голове, не хватали за части тела, она не бежала и не падала, не строила настил, не разжигала костер, а просто замерзла. Канал Ірини Коновець-Поплавської. В процессе этого скучного изучения нами актов судебно-медицинского исследования у многих возникает вопрос: почему мы с ними долбимся, но за эти 30 лет существования дятловедения серьезные судмедэксперты так и не расставили все точки над «и»? Ведь это же им проще простого. А дело в том, что перед квалифицированными специалистами официально не ставили такой задачи. Судмедэксперт – это же не исследователь-энтузиаст. Он только отвечает на конкретные вопросы следствия, описывает повреждения и дает заключение в рамках поставленных вопросов. В 1959-м Возрожденный ссылается на какое-то постановление с вопросами, но в деле оно отсутствует. Единственное, что он отмечает, что его просили определить причину смерти каждого дятловца, и, как можно догадаться по актам, там был вопрос на наличие признаков насильственной смерти, потому что Возрожденный именно на этой теме все время лавирует. Явно ему не задавали вопрос, изменялось ли положение тел в первые часы после смерти, потому что передвижение тел, соответствие трупных пятен и возможных переворачиваний тел – это уже вопросы криминалистической аналитики. Кроме того, дятловедение – это токсичное поле, которое давно вышло за пределы криминалистики. Оно стало площадкой для версий, конфликтов между лагерями. Любой современный серьезный эксперт опасается сказать что-то категоричное и быть втянутым в лагерь лавина ракеты спецслужбы. Поэтому и выходят от них такие размытые формулировки и осторожные фразы. Для практикующего серьезного судмедэксперта участие в такой теме – риск для его репутации. Любую его фразу вырвут из контекста, используют сторонники определенной версии, атакуют адепты другого лагеря. Поэтому серьезные специалисты избегают среды, где их слова могут стать инструментом этой межверсионной борьбы. И опять же, речь идет не о живой экспертизе. Судмедэксперт – это врач. Он работает с телом, с тканями, с микроскопом. Здесь же нет объектов, нет материала, а только акты 1959 года. А это уже не экспертиза, а оценка чужой работы. А оценивать давно умерших коллег – дело неблагодарное и профессионально скользкое. Еще один важный момент. Медиаресурсы почти всегда искажают мнение специалистов. Те, кто соглашается ходить по всяким телешоу, часто не читают материалы полностью. Им не дают высказаться, а только отвечать на наводящие вопросы. Вынуждают говорить кратко и ярко.
А судебная медицина не терпит яркости. Ей присуща осторожность, формулировки «возможно», «не исключено» в пределах предоставленных материалов. А на шоу все это не нужно. Им нужна категоричность, сенсация, конфликт. Поэтому серьезный эксперт на телешоу не пойдет. Там бродят те, кто или хочет пропиариться, или кого подсунули, чтобы поддерживать в публике мистические настроения. И, как всегда, последнее восклицание: «Но правды мы никогда не узнаем». Так что серьезный специалист понимает, что он не может провести полноценную экспертизу, а без всех материалов любое категоричное заключение будет непрофессиональным. Поэтому он или высказывается очень осторожно, или вообще не входит в тему. А когда специалисты не хотят втягиваться в публичные баталии, то старые документы остаются без внимательного чтения, и возникает странная ситуация. Именно поэтому акты Возрожденного так до сих пор никто спокойно не исследовал. И приходится нам открывать учебники по судмедэкспертизе, справочники по тонатологии, Google в помощь, и все это сверять. Тихо, без теории заговора и без притягивания за уши своей версии. Но другого выхода у нас нет.